Здравствуйте, дорогие друзья! Я мастер Катя, и я приветствую вас на своем канале. Вот еще один обряд на снятие защит. Каждый человек окружен энергетической оболочкой, которая защищает его от энергетических вторжений. Так же, как кожа защищает нас от среды. У кого-то эта оболочка покрепче, у кого-то она чем-то усилена, у кого-то она послабее. Но есть у всех. Чтобы не тратить лишних сил, лучше перед обрядом защиту, оболочку эту несколько ослабить. Если этого не сделать, то есть вероятность того, что ваши действия будут как об стенку горох. И даже не горох, а скорее мячик, который будет отскакивать от стенки и попадать вам же по лбу. Что, конечно, совершенно нежелательно. Вот. Либо как горох будет не отскакивать, а просто падать как бы рядом с этой стенкой. И будет куча обрядов, которые и от вас ушла, и туда не дошла. Вы потратили массу сил, на что-то надеетесь, а на самом деле человек не получил свою порцию. Вот, чтобы так не получалось, есть огромное количество обрядов, которые экономят силы и время мага. Делаются по-разному. Вы, наверное, знаете, есть там вот и фото в обуви, и варка фото, и с нитками, ну, самые разные. Вот, а это простой со свечкой. Снятие защит или слом воли человека применяется на другого человека и никогда не применяется на себя. Я тут сталкиваюсь с тем, что люди ломают зачем-то волю и снимают защиты себе. Это неправильно. Доступные аналогии. Вот в 90-е годы, иногда и сейчас, чтобы человек был сговорчивый, применяли паяльник, утюг, избиение и прочее, чтобы он стал сговорчивее, а также иногда там, не знаю, угрозы, унижение, устрашение. Все это ломает человеку волю и делает его беззащитным. И он соглашается на те предложения, на которые не согласился бы, если бы он был в обычных условиях, в порядке и мог бы выбирать. Может быть грубо, но тем не менее примерно такую же роль играет подавление воли и снятие защит в магии. На себя это делать не надо. После того, как вы сняли защиту, лучше колдовать побыстрее, потому что будет ведь очень обидно, если таким ослабленным человеком воспользуется кто-то другой. Поэтому готовьте это для себя, даже можно просто делать это снятие защит перед тем, как вы будете делать основной обряд. Естественно, что это не пожизненно. Чем человек моложе, тем быстрее у него заживает поле. Есть просто люди, у которых это происходит очень быстро, и поэтому, в общем, вот. Это касается не только любовных обрядов. Если вы, допустим, хотите кого-то в чем-то убедить или сделать вред, испортить человека, то тоже совершенно так же не лишне снять с него защиты, чтобы вам легче и спокойнее колдовалось, а эффект был более впечатляющий. Вам нужно фото, все спрашивают, если нет фото. Да, конечно, фото часто нету, либо его нельзя распечатать. Рисуйте условный портрет, значит. Если у вас только есть фото головы, лицо, и вы будете распечатывать на принтере, распечатайте так, чтобы у вас оно было сверху на листе бумаги, а дальше пустой лист. И дорисуйте там ручки, ножки, половые органы. То есть какую-то такую смешную фигурку. Вот, и делайте на нее. Это будет, то есть это неплохо так поступить. Вот, вы вводите свечой, в левой руке держите изображение, в правой руке свечку
Здесь важнее пламя, чем сама свечка, спрашивают, а если у меня нету там восковой свечи? Ну, значит, берете какую есть, потому что здесь важно огонь. Вводите по изображению и читаете текст. Можно? Если вы отдельно хотите как следует подготовить, можно, по идее, 3 дня делать. Вот. Такие вещи лучше делать на убыль, но иногда срочно можно и на рост, конечно. Раз со свечой что-то там отжигаете, прожигаете, будет, скорее всего, дым какой-то. Откройте форточку, пусть все это уходит. Текст очень простой. Отжигаю, защита с имя человека снимаю. На свечу наматываю, огнем сжигаю. Как свеча горит, тает, так и защита с имя человека тает и исчезает. В прах обращается, с дымом уходит. С имя сгорает и сходит. Слово мое не переделать, не перебить. Имя человека в моей власти быть. По делу моему, по слову моему, так. Ну вот, как известно, знание нюансов именно превращает какую-то топорную дуболомную работу в искусство. Магия не исключение.